Привет! Вы на канале Power Device, и здесь мы прокачиваем наши Android-телефоны. В этом видео хочу поделиться с вами очень крутым и полезным приложением с погодой. У него есть некоторые интересные и действительно полезные фишки. Сейчас обо всем расскажу. Во-первых, вы сможете установить последнюю и полную версию данного приложения. В настройках можно выставить такой параметр, чтобы погода показывалась постоянно вот здесь, в левом верхнем углу. Это очень удобно. В каком приложении вы бы ни находились, вы в любой момент можете видеть погоду. Также можно выставить такие параметры. В шторку будет приходить вот такое уведомление с подробным прогнозом погоды и предупреждением о предстоящих метеоусловиях. Также, к примеру, на заблокированном экране очень удобно пользоваться вот таким виджетом. Вы просто активируете свой экран, растягиваете данный виджет и можете посмотреть очень подробный прогноз. И что еще очень важно в данном приложении, что здесь очень большой выбор метеостанций. Посмотрите, сколько их. И, к примеру, мы можем подключиться даже к Apple Weather, то есть данная метеостанция используется в айфонах. Чтобы установить данное приложение, вам нужно скачать его в моем телеграм-канале, ссылка будет в описании под этим роликом. Также не забывайте подписываться на мой телеграм, здесь я оставляю и выкладываю много полезного и интересного. Внимание! Просто установить это приложение этого недостаточно, нужно произвести правильную небольшую настройку, что мы сейчас и сделаем, чтобы активировать все функции. На своем телефоне я его удалил и установил заново, чтобы показать вам все с самого начала. Пролистываем данное меню, нажимаем «Игнорировать». Так как в этом меню лучше вручную прописать ваш город. Вот он. Уведомление стоит разрешить. Позже объясню, зачем это нужно. На данном этапе, по сути, приложение уже готово к работе, но нужно произвести еще некоторые настройки. В главном меню вы сейчас можете видеть, как выглядит ваше небо. Температуру воздуха прямо сейчас, самую высокую температуру, которая будет за день, и самую низкую, ночную. Дальше, конечно, идет очень много полезных параметров, с которыми вы сами разберетесь. Далее сверху нам нужно нажать 3 полоски и настройки. Зайдем в строку уведомления. Постоянное уведомление. Если у вас эта галочка уже включена, то ее нужно выключить и включить. Тогда у вас сверху появятся вот такие ярлыки. Но здесь внимание, на вашем телефоне данные ярлыки могут выглядеть по-другому. Например, на телефоне Xiaomi, чтобы они выглядели так же, как у меня, нужно зайти в настройки, уведомления и центр управления, шторка уведомлений. И если у вас стоит MIUI, нужно выставить Android. Тогда вот здесь на постоянной основе вы будете видеть погоду. Теперь вернемся в меню приложения. Информация в строке состояния, выставляем температура. Местоположение должно быть ваше. Тип погоды. Лично я выставляю почасовой прогноз. Таким образом, если вам быстро и удобно нужно посмотреть прогноз погоды на день, то вы просто вот так открываете шторку, и здесь будет расписан весь прогноз. Какая температура сейчас и какая по ощущению. Максимальная на день и минимальная на ночь. Скорость ветра, кстати, мы ее сейчас изменим на метры в секунду. Влажность, UV-индекс. И вот это последнее, где цифра 27, если честно, я не понял, что это такое. Пожалуйста, напишите в комментариях, если вы знаете. И, конечно, в том же меню «Постоянное уведомление» вы можете выставить не часовой прогноз, а, например, прогноз на неделю. Тогда вот здесь в шторке вы будете видеть соответствующий прогноз на каждый день. Лично я оставляю почасовой прогноз, а вам как удобно. Далее в основных настройках приложения зайдем в единицы измерения. Время 24 часа, температура в Цельсиях, расстояние в километрах, скорость ветра метры в секунду, давление миллиметры ртутного столба и осадки в миллиметрах. Также я оставляю вероятность выпадения осадков. После этих настроек откройте шторку и посмотрите, ветер должен измениться на метры в секунду. Далее можете поменять провайдера, то есть метеостанцию. Как я уже говорил, здесь очень много метеостанций. Вообще по умолчанию стоит эта, и она достаточно хорошая. Если вы знаете какую-то хорошую, можете выбрать ее. Я могу рекомендовать вам. Например, вот эту AccuWeather. Ее по умолчанию использует компания Samsung.
Либо, например, Apple Weather. Она используется в айфонах. Именно 3 эти метеостанции я тестировал долго. Они очень хорошо работают и правильно показывают. Далее радар я не меняю, оставляю по умолчанию. Также, если хотите, можете изменить набор значков. Что это такое? За место вот этой погоды сверху можно выбрать наглядное отображение погоды. То есть, смотрите, если мы зайдем в уведомления, постоянное уведомление, информация в строке состояния, здесь мы включим погодные условия, и теперь у нас отображается вот такой значок. Сейчас в городе у меня облачно, соответственно. В управлении функциями вы можете перетаскивать вот так эти функции. Тогда в главном меню погоды они также будут перемещаться. То есть вот здесь. И завершающая очень важная настройка – частота обновления. Как часто вы хотите, чтобы обновлялся вот этот виджет. И соответственно этот. Также, к слову, здесь есть и такие виджеты. Вот они. Думаю, вы с ними сами разберетесь, если они вам нужны. В общем, что важно сделать, выставить здесь частоту, я оставляю 30 минут. Далее обязательно зайти в настройки, приложение, разрешение, автозапуск в фоновом режиме. Здесь находим наше приложение Today Weather и ставим на нем галочку. Оно появляется здесь. Теперь, друзья, без проблем будет обновляться вот этот виджет, также вот этот. И если вам будет нужно, просто на заблокированном экране активируем экран и растягиваем его вот так, чтобы увидеть точный прогноз, что действительно удобно. Также обратите внимание, в главном меню этого приложения есть вот такой восклицательный знак. Оповещение об опасных условиях погоды. Например, предупреждение о тумане либо грозе. Так вот, теперь все эти уведомления время от времени будут прилетать сюда, рядом вот с этой погодой. Вы можете открыть, посмотреть это предупреждение и смахнуть его. Также, друзья, если вам понравились вот такие обои, кстати, это от нового iPhone 16. Так вот, различные обои я скидываю в свой телеграм-канал, помимо других полезных файлов. Не забывайте на него подписаться. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, пишите комментарии, если что-то непонятно, задавайте свои вопросы. Желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. Пока-пока.